Всем привет, с вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Что же вам передают предки? Срочное сообщение от ваших ушедших предков. Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. Не забывайте писать комментарии для продвижения канала. Особо ленивые могут поставить просто смайлик. Я, кстати, теперь буду определять. Вот если кто-то просто смайлик кидает, значит лентяй. Будем так вас сортировать, мальчишки. Итак, давайте смотреть, что же происходит у вас в жизни, либо же происходило, да? Ух ты, а что вы пережили даже магию? Смотрите, в вашей жизни сразу же мне показывает, что есть черная магия, либо же была в вашей жизни, да? Кто-то снял, возможно, ходили там к колдунам каким-то. Кто-то из вас сейчас находится под чарами магии. Это связано, конечно же, с женщиной. И, скорее всего, я склоняюсь, что это та женщина, с которой вы жили, с которой у вас была семья, либо же отношения, да. Эта женщина, очень такая, знаете, я даже не знаю, какое слово подобрать. Порядочно ее точно не назовешь, уж простите, говорю как есть. Женщина, ради которой вы много работали, вы старались вот как можно больше заработать денег, чтобы ее порадовать, все ее хотелки воплотить в жизнь, да, потому что ей все мало, мало, мало было. Вот знаете, почему-то мне идет сейчас такая информация, что она чем-то, уж простите в очередной раз, вот похожа на колдунью, на ведьму, что ли. Я не знаю, почему мне пошла такая информация. Либо это внешне она такая грозная, сердитая, либо же она сама владеет магией, да, по крайней мере, что-то пробовала или пробует колдовать. Очень такая негативная женщина, очень негативная энергетика от нее идет. Могут проиграться, что у вас были дети с ней, вернее, и есть дети, да. Могут даже двое быть, у кого-то один, понятно, потому что общий расклад, но здесь может даже и двое, и больше детей быть. Либо же вы хотели с ней еще больше детей, но не сложилось. Далее, смотрите, у вас безумно развитая интуиция. Вы настолько чувствуете людей, иногда вот происходят еще какие-то, такие прям мистические, что ли, события в вашей жизни. Опять же, знаете, вы сами как будто чувствуете, что вас как бы охраняет, что ли, да, вот ангел-хранитель, высшие силы, либо же это ваши предки. Напишите в комментариях, были у вас такие случаи какие-то мистические. Причем здесь может проиграться, что это женщина, которая ушла, то есть это мама, бабушка, тетя, да, это кто-то кровный, кто по крови вам родной. Это ваша такая особая покровительница, которая всегда рядом с вами. Но сейчас мы будем дальше разбираться, что и к чему, и что вам хотят передать. А сейчас давайте еще посмотрим, что у вас резонирует, что нет. Смотрите, ребят, почему такой неуверенные? Почему неуверенные в себе? Вот скажите, вот почему? Почему я не вижу здесь какой-то уверенности? Безумное чувство одиночества. Либо сейчас, либо был такой период, когда вообще никого, ничего не хочу. Лежу, смотрю в одну точку. У кого-то депрессия, у кого-то такое, знаете, состояние полнейшей апатии. Все делаю как робот на автомате. Напишите, у кого проигрывается такой момент. Вот был, либо сейчас есть такой период. Опять же, это связано с тем, как давно вы разошлись. Смотрите, ребят, у меня такое ощущение, опять же, что ваш надежный друг на данный момент – это четвероногий друг. Это котики, собачки ваши, да? У кого-то, может быть, рыбки, у кого кто есть. То есть я не вижу такого человека в вашем окружении, которому вы могли бы на 100% довериться. Вот даже друзьям, у кого они есть, вы полностью, не доверяете. Все равно доверяй, но проверяй, вот этот момент у вас присутствует. И я считаю, что это, наверное, все-таки правильно. Потому что
Вы, опять же, знаете и в своей жизни, по своим знакомым, много историй, когда друзья предавали, да, когда близкие люди делали больно. Поэтому вот нет такого человека, который бы, ну, быть реально таким вот близким, надежным другом, ну, братом практически, да. У кого-то могут проиграться даже с родственниками, у вас нет очень таких близких отношений. Это, конечно, такой трешняк ну, своего рода, когда тебе некому выговориться, ну так, полностью, хорошенько, чтобы, знаете, вот душу излить. Потому что любому человеку, и мужчинам в том числе, вот какие бы сильные вы не были, но вы все равно хотите хоть иногда облегчить душу свою, скажем так, да? Кто-то за рюмкой чая это облегчает, где-то там на мальчишниках, да, на посиделках. Но это все не то. Вот нет такого близкого человека в вашем окружении, с кем можно было бы так прям поделиться. Знаете, вот вы как для мужчины настолько ранимый человек, и это ваша такая черта, она очень много приносила боли вам. Из-за этой черты вы обращаете внимание по жизни вообще, ну даже вот на какие-то мелочи, ну слишком много внимания вы обращаете. Вы об этом не говорите, вы стараетесь не афишировать, вы знаете, что есть у вас такой косяк. Ну потому что это обычно женщины такие, да, бывают ранимые, впечатлительные. У вас тоже такая черта есть. Вы можете накрутить себя, вы можете сделать из мухи слона, вы можете напридумывать себе даже того, чего нет. Опять же, я вам говорю, с точки зрения психологии, это повышенная тревожность. Это нужно, конечно же, работать с психологом, с психотерапевтом, потому что очень и очень тяжело, когда себя накручиваешь. Да, вот бывают такие ситуации, когда, в принципе, еще ее нет, этой ситуации, а вы уже накрутили. А вдруг это случится, а вдруг то случится, да, а вдруг завтра камни с неба полетят, а вдруг еще что-то. Ну вот напишите, у кого проиграется такая ситуация, ну слишком такой эмоциональный, слишком ранимый. Даже может у кого-то проиграться, что вот, к примеру, когда вы смотрите какие-то фильмы, там, ну, такие романтичные, там, про любовь, где-то кто-то, я не знаю, там, ну, потерял кого-то, еще что-то, да, ну, такие вот душевные моменты, вы можете даже вот прослезиться. И в этом, в общем-то, ничего страшного нет. Но я просто к чему это говорю, что вы настолько вот ранимый человек, что даже от фильма вы можете прослезиться. Да, вы можете там прятаться как-то, не показывать другим это, но вы довольно ранимый человек. А любите рыбалку и охоту? Ох, как любите! Вот вы отдыхаете душой на природе. Вот природа, она по-своему как-то вас подзаряжает, что ли, вот вселяет такие, знаете, вот невероятные силы в вас. Вот вы любите, как только у вас свободное время, ну, по крайней мере, почаще, старайтесь куда-нибудь выехать. Опять же, вы можете там и побыть наедине с природой, и наедине со своими мыслями, и можете себя накрутить в очередной раз, да, вот раскрутить такую Санта-Барбару, которую потом вот пазлы эти все не сойдутся. Итак, давайте разбираться, что же вам передают предки. Сегодня у нас такой довольно серьезный будет расклад. Ну, это, как я и говорила, это женщина. К нам пришла на расклад женщина. Опять же, смотрите, ребят, у меня прям мурашки бегут, честное слово. Я думаю, вот многие из вас прослезятся. Вот почему-то у меня идет такая информация. Вот сегодня вы прослезитесь после расклада. По крайней мере, за душу возьмет. Почему-то я в этом уверена, ребят. Поэтому устраивайтесь поудобнее и слушайте. Смотрите, к вам пришла женщина. Это либо мама, либо бабушка, либо тетя, да, то есть человек, который вас любит, даже, казалось бы, там уже, да, в другом мире, но с которыми у вас были настолько вот теплые, настолько близкие отношения. Да, она могла вас ругать. Были, ну, когда она еще была рядом с вами, да, она могла вас ругать, она могла вас застраивать, она могла там, ну я не знаю, с ремнем, может быть, за вами в детстве бегать. Опять же, у каждого по-своему это будет. Но это, знаете, не потому, что она там вас не любила или что.
Она наоборот, она с добрыми побуждениями, вот она воспитывала так, как она умела. Она настолько, вот эта женщина вкладывала в вас душу, она даже, вот я бы сказала, она любила вас патологически. Даже вот когда вы выросли, да, ну я скорее склоняюсь, что все-таки это может быть мама или бабушка даже, потому что, ну, такие более такие, самые-самые близкие такие энергии идут. Я думаю, даже вот когда вы выросли, уже там своя семья, может быть, появилась, да, то есть когда вы отделились, стали жить отдельно, она настолько сильно вас ждала, она, знаете, она просматривала ваши фотографии, она читала переписки, вот если вы переписывались где-то с ней, она настолько вот, ну, чуть ли не стояла, вот, грубо говоря, за углом и выглядывала, там, когда же приедет этот автобус, чтобы вы к ней поскорее приехали. Ей так хотелось побольше проводить с вами времени, а вы постоянно были заняты, да? Ну, как постоянно? Ну, часто были заняты, потому что я не вижу, чтобы вы очень часто уже, ну, во взрослом, да, вот времени, во взрослом возрасте, я не вижу, чтобы вы часто приезжали, часто общались. Это была такая, знаете, история безумной такой патологической любви матери. Она давала вам денежку, она собирала денежки, которые, ну, знаете, она реально их собирала, потому что доход у нее небольшой был. Боже, у меня у самой мурашки. Вот это да. Она все равно старалась, знаете, вот как будто вот вы приехали в гости, и в кармашек вам, ну пусть там, я не знаю, хоть одну купюру вам всунуть, да, вот хоть какую-то денежку небольшую, но все равно вот держи, сыночек, да, или держи, внучок, да. Ну реально, до слез просто. Это женщина, которая... Ой, я сейчас сама расплачусь, честное слово. У меня тоже такая классная бабушка была, вы не представляете. К сожалению, ни бабушки, ни дедушки нет. Так, сейчас я возьму в руки себя, ребята, то что-то я сегодня расчувствовалась. Смотрите, эта женщина, она покрывает, ну как покрывает, ну, своим таким, знаете, вот материнским крылом, что ли, сверху, оттуда. Она вас защищает. Особенно она защищает вас в таких опасных каких-то ситуациях. Я думаю, вы чувствуете, вот, ну, вы чувствуете каким-то своим, ну, я не знаю, там, как угодно, интуиция, пятой точкой, чем угодно, вы чувствуете помощь. Я думаю, даже среди вас есть такие, которые обращаетесь за помощью к своим ушедшим предкам. И они вас слышат, они помогают. Что они вам передают, да, вот ваша мама либо бабушка, да, у кого как проиграется, что они говорят? Они вам говорят: не бери на себя слишком много, надорвешься. Не бери близко к сердцу, потеряешь здоровье. Они оттуда видят, понимаете? Они видят все, что мы делаем. Ребят, я на себе это тоже испытывала. Они все видят, все знают, защищают. Она говорит, что в вашем окружении есть люди, которые не всегда искренне с вами. Советуют пересмотрите ваших там друзей, приятелей, коллег, да, люди, которым вы доверяете. Не все искренние, не все честные и не все такие дружелюбные, как вам бы казалось. Она вам говорит, что в вашей жизни будет новая женщина, с которой вы пойдете рука об руку, и это будет ваша настоящая большая любовь. Она оттуда, вот ваша, да, вот мама, бабушка, они оттуда видят, что как вам больно и одиноко порой бывает. Знаете, я думаю, вы, некоторые из вас чувствовали такие моменты, что вот, допустим, вы сидите, да, а как будто вас погладили по голове. Вот кто-то невидимый, да, либо же такой вот ветерок пролетел. Ну вот вроде бы окна все закрыты, сквозняка нет,
а как будто вот, ну буквально это доля секунды. Я это тоже на себе испытывала, да, что просто начинаешь проверять, все окна закрытые, а такой, как, знаете, ураган как будто промчался, вот ветер просто подул, это буквально секунда. Они настолько вот все это видят и чувствуют, поэтому, ребят, всегда обращайтесь к своим ушедшим предкам. Вот всегда обращайтесь, они вас услышат. Еще знаете, маленький такой лайфхак. Есть такая штучка, берете фотографию ушедшего, ну, родственника, да, близкого человека. Желательно это делать после 12 ночи. Берете и так ложите на фотографию левую руку, которая ну, к сердцу ближе, да, у нас левая рука. Вы ложите на эту фотографию ушедшего человека, желательно, конечно, чтобы одна была она на этой фотографии, и вы просите, вот своими словами, вы искренне просите, какая помощь вам нужна. Они обязательно вам помогут. Но лучше после 12 ночи это делать, они тогда, ну вот как бы легче приходят в наш мир вот именно ночью. Они вам советуют не обращать внимания на какие-то проблемы, потому что говорят, таких проблем, которые ты не выдержишь, у тебя не будет. То есть все, что вот вы сейчас переживаете, какие-то невзгоды, кто-то в личной жизни, кто-то с деньгами, с работой, вот они говорят, сынок, не переживай, скоро все наладится. Знаете, вот ваши мамы, бабушки, да, вот те, кто пришли к нам сегодня оттуда, вас свыше на расклад, они вам советуют больше отдыхать. Они вам советуют не распыляться на каких-то женщин недостойных. Вот опять же еще такой момент может быть, что у вас не получается, допустим, долго устроить личную жизнь, потому что вот ваши мамы либо бабушки оттуда, они вас оберегают. Вот оберегают именно, чтобы вы не влипли в такие вот токсичные отношения в очередной раз. Они вам пришлют, они помогут, чтобы вы встретили новую любовь, но это будет настоящая любовь. И там обязательно все получится, и вот там будет все как по маслу. А вот эти остальные, которые у вас как горох о стену отлетают женщины, это знаете, что ваша мама оттуда, она просто не позволит недостойной женщине быть рядом с вами. Потому что она как мама, она вас любит, она даже оттуда желает вам только хорошего. Вот такой расклад у нас, ребят, сегодня был. Я сама чуть не расплакалась. Так что довольно трогательная история, да. К сожалению, когда уходят близкие люди, это больно, тяжело. Но тем не менее, я думаю, вы прислушаетесь к тому, что передали вам ваши ушедшие предки. И я вам желаю тоже всего только самого наилучшего. Вот такой сегодня расклад был. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!